Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 30 мая, понедельник и первый рабочий день для многих людей, но и также, друзья, сегодня волшебный и магический день. Дело в том, что нас сегодня с вами ждет новолуние, а может быть уже и у кого-то наступило новолуние. Новолуние непростое, волшебное, поэтому обязательно в этот день проведите очень важные практики для того, чтобы направить энергию изобилия и достатка в то русло, которое именно важно для вас. Как это правильно сделать, что нужно сделать именно сегодня, 30 мая, друзья, далее все более подробно в видео. Вы знаете, сегодня достаточно волшебный и интересный день. Дело в том, что многие люди в этот день будут смотреть на мир реально и не будут испытывать никаких иллюзий. И это очень важно. Сегодня очень хорошо фантазировать, мечтать, действовать ни в коем случае сегодня не нужно, потому что только новолуние и все наши действия просто будут бессмысленны. И вы должны понимать, что если вы сегодня решите потратить много сил на заведомо безнадежные проекты, а не на решение практических задач, то у вас просто не будет хватать энергии. К тому же сегодня многие в понедельник будут переоценивать свои возможности, будут пытаться изменить обстоятельства вместо того, чтобы извлечь из них пользу. Сегодня старайтесь держаться подальше от тех, кто старается увлечь вас в сторону своими какими-то обещаниями, пытается завоевать вашу симпатию с помощью каких-то лживых комплиментов. Да, сегодня вам будет очень трудно распознать неискренность, понять, кто настоящий друг, а кто вам говорит правду. А кто, может быть, красиво лжет. Сегодня вам не стоит быть излишне откровенными или демонстрировать свои бурные эмоции. Сегодня вас ждет беспокойный день. Не забывайте и помните, что рассчитывать на поддержку со стороны для вас сегодня будет достаточно большой ошибкой. Даже люди, которые всегда вам приходили на помощь и даже обещали помогать, сегодня вряд ли смогут прийти на помощь. В делах вы будете ощущать всякие задержки и, возможно, невыполнение контрактов. Поэтому встреча запланирована на 30 мая, сегодня понедельник, просто придется отложить. Хотя, может быть, вы их и ожидали. Грандиозными победами на сегодняшний день ничем не знаменуются, но все-таки решить некоторые проблемы, которые беспокоили вас в последнее время, вы точно сможете решить. А вот новые задачи не стоит начинать заниматься, потому что очень быстро вы зайдете в тупик и не сможете ничего решить. Вам просто будет необходимо время, чтобы разобраться во всем. Пройдет очень немного времени, и вам станет ясно, как заняться и как вам нужно действовать. Если же все-таки вам и удастся заключить какие-то сделки, они хоть и принесут прибыль, но, к сожалению, очень скромную. Также обращаем внимание, что день сегодня не особенно простой и приятный, но все же не безнадежно плохой. Постарайтесь сегодня быть настойчивой, сейчас это вам крайне необходимо. Ну а чтобы достичь хоть каких-то успехов в самых разных делах, думайте о том, что вам сегодня нужно сделать. Ну и, конечно же, каждый из нас хочет, чтобы все в его жизни давалось легко. Но сейчас, возможно, все будет без усилий и напряжения. Но, друзья, это не повод отказываться от задуманного или, например, откладывать реализацию своих идей на потом. Если вы сейчас хорошо потрудитесь, то наверняка сможете добиться даже большего, чем ожидали. Сегодня часто проблемы, возникающие не по вашей вине, являются следствием чужих промахов и необдуманных поступков. Вам же приходится брать на себя откровенность, откровенно говоря, исправлять ошибки, которые были допущены другими людьми. Также обращаем внимание, что в начале дня лучше не принимать никаких важных решений, так как в это время вам будет трудно правильно оценить ситуацию и отделить факты от фантазий.
Но расстраиваться сегодня не стоит. Все это невезение продлится совсем недолго. Возможно, даже через несколько часов все изменится в лучшую сторону. Для вас наступит благоприятный и многообещающий период. Черная полоса невезения поменяет свой окрас на везучую белую. Сегодня вам хочется определенности и порядка, но рассчитывать ни на то, ни на другое не приходится. Во второй половине дня вы можете ощутить, что все начинает достаточно хорошо складываться. Конечно, кардинальных перемен к лучшему вы еще не заметите, как и грандиозного прорыва в делах на данный момент не будет. Ваша интуиция подскажет вам, за что вам стоит браться в первую очередь. Не исключено, что вам удастся реализовать какие-то планы и добиться хороших результатов в каких-то делах. Все-таки будет небольшой шанс заняться чем-то интересным. Возможно, пообщавшись с нужным человеком, который подскажет, как по-новому взглянуть на те или другие вещи. Сегодня можно наконец-то определиться со своими планами и желаниями на будущее. Также сегодня главное не поддаваться на провокации и никому не позволять втянуть вас в какой-нибудь конфликт. Любые решения стоит принимать сегодня самостоятельно. Это будет особенно важным, когда речь будет идти о работе или о вашем бизнесе. Здесь вам стоит полагаться на собственный опыт и ваш здравый смысл. Но ни в коем случае не прислушивайтесь к чужим советам. Сегодня вас заметят из-за вашей рассудительности и из-за вашей уверенности. Возможно, вы можете получить неожиданные предложения и даже приглашения. Вами заинтересуются люди, внимание которых прежде вам не удавалось привлечь. Эти люди, по всей вероятности, разделяют вашу точку зрения и могут стать вам надежными союзниками. Сегодня вам можно заняться оформлением документов, посетить государственные организации, решить какие-то важные для вас вопросы. Сегодня вам часто не будет хватать информации на то, чтобы принять взвешенное решение. Но во второй половине дня вы сможете эту информацию получить, и это позволит вам избежать лишних вопросов и расходов. Ваше умение легко находить общий язык с людьми будет сегодня весьма полезно. Да, сегодня не лучший день для коммерческой деятельности и решения финансовых вопросов. Есть опасность что-то упустить из виду или совершить какую-то ошибку, которая может привести к потерям. Зато там, где дело будет касаться денег, вы поступаете всегда правильно и выбираете правильный путь к цели. Можно сегодня заняться домашними делами, решить бытовые вопросы, а также покупать мебель и бытовую технику. У вас сегодня будет возможность сделать удачные покупки, которые порадуют и вас, и всех ваших членов семьи. Также сегодняшний день, 30 мая, достаточно хорошо подходит для начала ремонта или переезда на новое жилье. Сегодня очень важно сохранять спокойствие. Старайтесь быть щедрыми с теми, кто вам дорог, и будьте готовы поделиться чем-то хорошим, поддержать их или оказать кому-либо помощь. Также обращаем, друзья, что сегодня 30 мая достаточно магический и волшебный день. Дело в том, что сегодня у нас с вами новолуние, и это новолуние пройдет в знаке зодиака Близнецы. И особенность его в том, что в одном дне соединяется, друзья, 29, 30 и 1 лунный день. Поэтому каждый из нас проживет свои определенные трансформации из прошлого, как говорится, в будущее. Кроме того, это еще новолуние пройдет в ретро-Меркурии, а он планам, скорее всего, не так способствует, как бы, если был бы не ретроградный. Поэтому лучше подумайте о том, что вами уже было начато, и вернитесь к чему-то из забытого ранее, чем строить совсем уж новые планы. Также новолуние, как мы уже сказали, пройдет в Близнецах, а значит прекрасно пойдут планы, которые связаны у вас с учебой, с поездками, с общением, покупками. Только помните, не кардинально новые. Если вы хотите, допустим, слетать там в Испанию или в какую-то другую страну еще 3 года назад, а теперь вернулись к этой мысли, вот это то самое новое, как говорится, старое. Также обращаем ваше внимание, что сегодня обязательно протрите пол в доме соленой водой,
делайте как? От входной двери по часовой стрелке. Так вы удалите всю негативную энергию и подготовите пространство к принятию благополучия и достатка. Затем обязательно наведите порядок и в своем кошельке. Ведь можно его довести до такого состояния, что, к сожалению, он не будет притягивать деньги, а только наоборот их будут отталкивать. Поэтому смотрим, что у нас снаружи, нет ли каких дырок, трещин, потертостей. Если нет возможности купить новый кошелек, то приведите в порядок тот, который есть у вас на данный момент. Напоминаем, что рекомендуется кошелек зеленого, красного, коричневого или золотого цвета из натуральных материалов. Внутри также обращаем внимание, открываем наш кошелек и смотрим, и убираем бумажки, чеки, старые визитки. Помним, что кошелек это все-таки дом для денег, иначе куча хлама мешает просто аккумулировать энергию по привлечению денег. Также разбираемся с талисманами, оставляем монетку или купюру на приумножение денег. Помните о том, что ваш кошелек никогда не должен быть совсем пустым. Также, друзья, старайтесь сегодня использовать или делать так. Также обращаем ваше внимание, друзья, что вы можете также протереть кошелек и также соленой водой, а также можете его просто проветрить. То есть все достать, показать именно солнышку, потом показать луне, пусть напитается и солнечной, и энергия луны, да, конечно, сейчас ее не видно, но все же, и после этого верните именно только уже деньги. Вот, друзья, у нас сегодня такой с вами достаточно плодотворный день. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.